Привет всем! Меня зовут Наталья Астра, и это наш второй урок по AI Creative Media. В прошлом уроке мы с вами разобрали, что такое искусственный интеллект, какие он несет угрозы и какие перспективы. В этом же уроке мы с вами разберем самое волшебное, генеративный искусственный интеллект. Это создание творчества, создание чего-то нового. И обязательно коснемся юридических аспектов, потому что если вы хотите свою работу не только сами смотреть, а показывать кому-то еще, и более того, если вы хотите на ней зарабатывать, тогда вы просто обязаны знать базу юридическую относительно искусственного интеллекта и авторских прав. Это не будет скучно, этого не будет много, но основные моменты, необходимые для работы, я вам расскажу. Смотрите дальше. Как мы помним с вами, технологии машинного обучения развивались десятилетиями, но взрыв именно генеративного искусственного интеллекта начался относительно недавно, приблизительно 2021 года. Первая волна внимания пришлась на модели семейства DALL-E от OpenAI. Это алгоритмы, когда по текстовому описанию программа могла создавать изображения. Они были сначала скромными, больше похожими на эксперимент, но все равно поражало, как машина может понимать текст и создавать из этого изображение. Это было знаковым. Следом выходит Midjourney, но еще в ранних версиях, вторая и третья версия, он все еще ошибался в перспективах, в анатомии, в деталях, но уже это было интересно, яркая художественная выразительность, чувствовался художественный вкус, начали программой интересоваться и пользоваться художники, дизайнеры, авторы. В конце 2022 года Midjourney выпустили 4-ю версию, и именно тогда можно говорить о массовом интересе к генеративному искусственному интеллекту, потому что это был уже абсолютно другой уровень. Именно тогда мы увидели, что программа может создавать картины, подобные работам профессиональных художников. Примерно в это же время произошел еще один важный сдвиг. Это выход открытой модели Stable Diffusion. То есть по сравнению с другими моделями, закрытыми, коммерческими, эта модель была открытая, то есть доступна каждому. Можно было скачать ее на компьютер, пользоваться, улучшать модель, создавать собственные стили, усовершенствовать под свои собственные задачи. И таким образом это вызвало волну творчества, масса людей стали пользоваться этим. То есть, если Midjourney сделал искусственный интеллект творчества с искусственным интеллектом художественным и красивым, то можно сказать, что Stable Diffusion сделал его массовым. Далее, в 2023-2024 годах пошла новая волна генерации видео. Да, это еще было не кино, а это еще были первые версии Pika, Runway, которые создавали такие более мультяшные анимации невысокого качества, но все равно на первых порах это было невероятно впечатляюще. Я помню этот момент, когда впервые санимировала изображение. Я как раз тогда работала над иллюстрациями книги «Сказки для детей» своего ветерка. И у меня были базовые иллюстрации, по которым я создавала книгу. И тогда я попробовала их санимировать, и меня поразил результат. Я увидела, как мой персонаж бежит, как у него развивается шлейф плаща, как летают лепестки тюльпан. И меня это настолько поразило, как это за 1 минуту кликом мышки. Не нужны студии анимационные миллионы. Вы же знаете, что анимация очень дорогая. Например, в крупнейших голливудских студиях, я не буду называть, но анимация 5-6 минут уходит в среднем от полугода на анимацию, такой мультфильм, до, бывает, 2 лет, в зависимости от качества и количества рабочих. Идут там работать десятки профессионалов, аниматоров, и уходят сотни, а иногда миллионы долларов просто на мультик. А такие огромные мультфильмы, как вы знаете, мы в кинотеатры все семьями с детьми ходим, они стоят колоссальных денег, миллионов долларов. Это и 100, и 250 миллионов долларов на создание такого одного мультфильма. А сейчас, понимаете, вот эти 5-6 минут я могу сесть и создать высокого качества за месяц. Я могу сделать ускоренно
быстро, упрощенно за неделю, но если это будет именно высокое качество, мне нужен будет месяц. И потрачу я на такой мультфильм полноценный, ну, не больше $200. Тогда, когда в реальности на это уходит больше 6 месяцев, десятки рабочих и миллионы долларов. Понимаете, какая кардинальная разница? И когда я, конечно же, увидела, как у меня анимируется мультяшный персонаж, у меня это поразило вообще. Ну, а сейчас, конечно, качество, ну, невероятно крутое, уже класс. Через год это будет что-то еще, потому что эти модели, фирмы, которые создают эти алгоритмы генерирующие, они безумные схватки, гонки, так, закулисными, такие все вежливые, красивые, все хорошо, но конкуренция идет безумная, это видно, потому что так быстро меняются модели, фишки, новинки, там появился звук, там синхронизация, там новый эффект. Ну, короче, гонка такая, это нам все на руку, обычным творцам, обычным смертным, потому что это повышает качество нашей работы, да, возможность нашей работы. И классно, если вы будете идти сейчас, следить за этими инструментами, ловить их на ходу. Вы будете понимать, что, как происходит, широту возможностей воспринимать. Мы сейчас с вами живем в переходный период, когда искусственный интеллект развивается намного быстрее, чем законы успевают его описать, и законы вынуждены подстраиваться под него, под практические аспекты того, что происходит. Но это нормально, так происходит с любой новой технологией, особенно так резко ворвавшейся в нашу жизнь. Один из первых серьезных случаев, когда творческое сообщество публично выступило против практик обучения искусственного интеллекта, было в 2023 году, когда 3 художницы подали иск в суд на компании, стоящие за Stable Diffusion, Midjourney и другими, с претензией на то, что эти модели обучали на их произведениях без их разрешения. Второй крупный конфликт – это дело Getty против Stability AI. Getty – это крупный фотосток профессиональных фотоснимков, и они подали иск с утверждением о том, что Stability обучались на их фотографиях, на миллионах их фотографий. В 2025 году британский суд вынес решение, что саму модель нельзя считать копией работ от Getty. Также обучение на фото Getty не нарушает само по себе авторских прав, но если происходит генерация с товарным знаком Getty, тогда это уже нарушение авторских прав. Вообще на данный момент происходит достаточно много судебных процессов, и громких, известных, и более мелких, потому что искусственный интеллект развивается очень активно и используется очень активно, а в основном подают иски художники, правообладатели на фирменные знаки, на персонажей, на особенные отличительные стили. Но формирование юридических аспектов искусственного интеллекта еще в процессе, еще прощупывается, решается, то есть формируется на таком начальном этапе. Также дополнительно создаются новые инструменты на основе искусственного интеллекта, которые позволяют определять, насколько сильно картинка повторяет предыдущий контент, и чтобы понимать, нарушаются авторские права или нет. Сейчас еще формируются нормы, по которым будет в будущем происходить работа с искусственным интеллектом, но уже известны базовые принципы, точные, которые нельзя нарушать. И я вам сейчас о них расскажу. Первое. Избегайте генерации, где полностью повторяется стиль определенного художника или бренда, или определенного человека без его соглашения. Второе. Создавайте оригинальные промпты. Я же думаю, вы знаете, что такое промпты. Промпты – это текстовый запрос, который мы отправляем искусственному интеллекту, чтобы он понял, что мы хотим. Так вот, когда вы задаете свою композицию, выписываете определенный ему стиль или даже комбинацию нескольких стилей, возможно, добавляете какие-то интересные, вы придумали детали во внешности персонажа, то это ваш творческий продукт на 100%, он безопасен. Третье. Проверяйте лицензию модели, платформы, на которой вы работаете. Несет ли она ответственность за обучение своей модели?
Четвертое. Если вы планируете работать коммерчески, вы сначала должны убедиться, что ваш тарифный план этому соответствует, потому что, как правило, на бесплатных тарифных планах, где дают какие-то базовые кредиты вам для генерации, обычно нельзя коммерческое использование, но вы можете в своих целях для семьи, для соцсети, если это не приносит вам денег или в будущем не будет приносить, можете это делать. Если вы планируете все-таки как-то публиковаться или прямо или опосредованно на этом зарабатывать, то вы обязаны удостовериться, что ваш тарифный план покрывает коммерческое использование. Везде, когда вы покупаете, там это написано, то есть включено коммерческое использование или нет. Также, что касается коммерческого использования, я хочу отдельно сказать про стиль. Дело в том, что существует множество стилей, они очень вдохновляющие, очень полезные для работы, и мы с вами поговорим еще об этом отдельно, но на данный момент в законодательстве не определено, можно ли, нужно ли считать стиль авторским правом, и разные суды решают по-разному, поэтому на данный момент это зона риска. Как бы это ни запрещено, но если именно в коммерческих каких-то планах вы планируете это использовать, то тут нужно как-то больше аккуратничать. Запрещено использовать имитацию художественного стиля, кода, как генеративный клон, чтобы они были настолько похожи, что это уже не новое творчество, очевидно, что вы копируете другого художника. Тогда это будет считаться нарушением авторского права. Все-таки творите так, чтобы проявлялась как-то ваша индивидуальность. И еще один очень важный аспект. Мы создаем истории не в пустоту. Ваш фильм или книга, возможно, они попадут в руки людям, которые воспримут их всерьез. Особенно, если это дети. Одна мысль, одна сцена, одна реплика иногда способна незаметно изменить чью-то жизнь. И это огромная ответственность. Если, например, вы создаете детский контент, то вы должны помнить, что дети не разбирают в основном, где визуальные образы, где практические рекомендации. Более того, дети любят подражать. Поэтому, если у вас есть в ваших историях хождение по подоконнику, игра с огнем или какие-то еще трюки, лучше подумайте об этом и измените на другое художественное решение, даже если вам кажется, что это именно необходимо. Если же вы создаете взрослую историю, да, можно говорить о боли, страхе, отчаянии, потерях, но помните, что по ту сторону экрана у человека может быть очень сложный период, он нуждается в какой-то опоре. И какая-то ваша сцена, фраза или вдохновляющая идея, наоборот, может подбодрить и помочь человеку, и он увидит свет. Помните просто об этом. I created a convenient PDF guide to help you work safely with AI. Download it for free and use it every time you work with neural networks. Творчество способно ранить и способно спасать. И вы никогда не знаете, какой человек посмотрит ваш фильм или прочитает вашу книгу, но вы должны задаваться вопросом, когда создаете свой проект, что я хочу оставить в человеке после того, как он это увидит. Нет, это не говорит о том, что нужно читать морали или нельзя создавать на сложные темы, пожалуйста. Но, наверное, нужно, чтобы ваши истории все-таки сохраняли человечность. В мире так много сложного, больного, пустого. И давайте добавлять смысл и какой-то свет в наши истории, чтобы делать наш мир немного лучше. Пусть вас не пугают эти предостережения, правила, рекомендации, ведь когда вы садитесь за руль, прежде чем получить права, вы изучаете правила, потому что вы понимаете, что это несет за собой определенную, в том числе, угрозу и опасность, кроме комфорта вашего, да? Поэтому и здесь творчество имеет за собой огромную силу, и она и разрушительная, и созидательная, и вы должны знать эти аспекты, думайте о них, когда создаете свои проекты. Это очень круто, это открывает широчайшие возможности. Вы можете делать обучающие видео, вы можете рассказывать
свои идеи, свои мысли, то, что вы хотите рассказать миру, рассказать своей семье, своим детям, своим друзьям, себе, выразить себя. Это может быть и мультфильмы, и обычное кино. Это невероятно круто. И не знаю, я кайфую.